Привет, Тэхён, Арми. Сегодня мы погрузимся в историю, которую годами могли почувствовать только по взглядам, улыбкам и маленьким моментам, которые мир, возможно, пропустил, но не наше сердце. Историю, которая начала трепетать еще будучи стажерами, а затем выросла во что-то грандиозное, прекрасное и полное тайн. Между Тэхёном и Чингуком всегда была что-то, тонкая вибрация, которая никогда по-настоящему не исчезала, просто ожидая подходящего момента, чтобы проявиться. Мы видели это без слов, без признаний, только через язык тела, слишком честный, чтобы его скрывать. И уже более 10 лет Арми молча наблюдают за танцем двух душ, ищущих друг друга в быстро меняющемся мире. Сегодня мы собираемся пройти по этому пути, полному маленьких знаков, едва заметной ревности, нежных взглядов и защитного инстинкта, который Чингук всегда излучал по отношению к Тэхёну. Путешествие, которое заставило нас поверить, что их путь был совсем необычным. И вот момент, которого все ждали, момент, который ощущался как землетрясение в фандоме, наконец настал. Признание, рожденное не слухами или правками, а собственным голосом Чингука. Признание настолько искреннее, что оно затаило дыхание у тысяч людей. Вибрация всегда была здесь, словно тонкий электрический ток, текущий между ними, ощущаемый каждым, кто обращал на это внимание. Больше десятилетия мы были молчаливыми свидетелями танца, такого сложного, такого прекрасного танца двух душ, связанных невидимой нитью. И сегодня дрожь наконец ударила. Толстые стены, которые Чингук возводил годами, рухнули, и из обломков возникла чистая, мощная, сокрушительная правда. Его истинные чувства к Тэхёну наконец раскрылись. Представьте себе репетиционную комнату их ранних лет. Воздух был сгущен усталостью и амбициями. Там стоял молодой Чингук, полный необузданного таланта, с неуверенным взглядом. Перед ним Тэхён, буря творчества со смехом, который плавил лед, и заразительным свободным духом. Они были противоположностями, но по-своему сверхъестественно Тэхён приблизился к застенчивому парню из Пусана не силой, а с терпением звезды, понимающей свой собственный свет. Он был первым, кто расколол панцирь Чингука, показав, что быть хрупким не значит быть слабым. Оттуда, под гулкую музыку и зеркальное отражение репетиций, было посажено семя, которое выросло в гигантское дерево с корнями слишком глубокими, чтобы их вырвать. Мы, Арми, стали археологами любви. Мы собирали видео, фотографии и маленькие моменты, которые говорили на языке, понятном только сердцу. Вы видели это? Когда Тэхён говорит, мир вокруг Чингука словно размывается. Его взгляд меняется, глубокий, полный благоговения, полный почтения. В море десятков тысяч людей он всегда находит Тэхёна, как будто спрашивая: «Ты в порядке?» Он не просто смотрит, он уделяет внимание. Это взгляд, который говорит: «Ты – самое прекрасное зрелище в этом хаосе». Чингук всегда защищал Тэхёна. Рука, которая автоматически касается его спины, когда он переходит улицу. Объятия, которые притягивают его ближе, словно укрывая от всего мира. И кто может забыть его маленькую ревность, улыбку, которая исчезает, когда Тэхён шутит с другими мемберами. Маленькая, честная и слишком настоящая, чтобы игнорировать. Безмолвное признание: «Я хочу быть самым близким тебе». Этого никогда не было сказано. Просто язык тела. Просто чувство. Пока одно небольшое интервью не изменило все. Темы были легкими: путешествие, семья, значение дома. Затем интервьюер спросил о Тэхёне. Обычно Чингук шутил или уклонялся от ответа. Но не в тот день. Он замолчал. Атмосфера изменилась. Воздух стал тяжелым. В его глазах появился блеск, глубокий, отстраненный, как будто он собирался с мужеством, которое копил 10 лет. Появилась легкая улыбка. Он глубоко вздохнул. Затем, голосом, который был слегка дрожащим, но четким, он сказал: «Все знают, что я люблю его. Но, возможно, никто не знает, насколько сильно. Тэхён, он больше, чем просто Хён.
Он цвет в моей жизни. Когда мой мир казался черно-белым, он пришел со всей радугой, золотым, фиолетовым, синим. Он голос, который успокаивает меня, когда моя голова полна шума. Он мой дом, когда я устал быть Чон Чингуком из BTS. Я не могу представить день без него. Он недостающая часть моей души. Любить его – это самое естественное, что я когда-либо делал. Как дышать? Слова повисли. Чистые. Уязвимые. Незапланированные. Неотшлифованные. Просто сердце, наконец-то выплеснувшееся наружу. И мир взорвался. 10 лет анализа каждого взгляда, сегодня все это подтвердилось, написала одна армия. Другая добавила, что у любви Тыгука много языков. Язык любви Тхэкука – преданность, нежность и смелость. Это признание открыло новую дверь. Что оно значило для их будущего? Никто не знал. Но одно было ясно – это не конец. Это начало. Начало, где им больше не нужно было скрывать глубину своих отношений. Начало, где их любовь, какую бы форму она ни принимала, могла свободно дышать. Они прошли через все вместе, от мечтательных подростков до мировых легенд. За светом сцены и под давлением мира у них были только они. Что бы ни готовило будущее Тэхёна и Чингука, одно оставалось неизменным – они держались друг за друга и стали домом. Пока они заботились друг о друге, мир всегда будет теплее. Когда интервью закончилось, Чингук на мгновение замолчал, словно только что открыл страницу, которую годами был плотно сложен. Персонал был занят упаковкой оборудования, но мир в его голове все еще медленно вращался, повторяя слова, которые он наконец произнес. Слова, которые жили в его груди, сжатые в кулак, ища способ сбежать. Он не был тем, кто легко выражает свои чувства, особенно перед камерой. Но когда упоминалось имя Тэхёна, стены, которые он возводил с подросткового возраста, просто рухнули. Он больше не мог или, возможно, не хотел сдерживать себя. Что-то внутри него отказывалось скрывать красоту их отношений. Не после всех этих путешествий, боли, смеха и взросления, которые они пережили вместе. И без ведома Чингука, где-то в другом месте, Тэхён тоже смотрел клип. Тэхён опустил взгляд, пытаясь справиться с внезапно тяжелым дыханием. Он не был из тех, кто легко плачет, но в уголках глаз жгло жгучее тепло, которое он поспешно смахнул. Не от грусти, а от облегчения. Потому что все это время где-то в глубине души он задавался вопросом, не несет ли Чингук то же бремя, что и он сам, бремя любви к кому-то, которую он так сильно любит, и вынужден скрывать это смехами и шутками, чтобы мир не мог прочитать это слишком ясно. Теперь, впервые, он услышал это прямо из уст Чингука, без цензуры, без фильтра, что чувство было настоящим. Что все, что он чувствовал, никогда не было безответным. Тэхён откинулся на спинку дивана. На его лице появилась легкая, мягкая, почти болезненно честная улыбка. Такая улыбка, которая появляется только тогда, когда что-то трогает самую глубину его сердца. «Чингук, ты правда это сделал, да?» Прошептал он себе под нос. На экране телефона голос Чингука продолжал раздаваться эхом. «Она – цвет моей жизни. Она – мой дом». Эти слова не должны были быть романтизированы. Они не должны были быть драматичными. Это был чистый Чон Чингук, честный, невинный, сокрушительный и трогательный одновременно. И Тэхён почувствовал это, как легкий удар, отдавшийся вибрацией по всему телу. Последующие дни принесли едва заметные, но ощутимые перемены. За кулисами они стояли чуть ближе. В комнате для практики они смотрели друг на друга чуть дольше. Когда они говорили, голос Чингука был тише, когда он произнес имя Тэхёна. А Тэхён. Тэхён выглядел так, будто наконец-то мог вздохнуть свободно. Не было никакого официального заявления. Никакого ярлыка. Никакого определения.
Но их отношения менялись так, что понять это могли лишь два человека, знавшие друг друга вне камер, вне сцены, вне света софитов. Даже остальные участники чувствовали это. Намджун взглянул на них, приподнял бровь и просто сказал: наконец-то!» Джин громко рассмеялся, игриво похлопав Чингука по плечу. «Наш Макне вырос. Вау, вау, Тэхён, должно быть, гордится». Чимин. Он плакал. Не потому, что ему было грустно, а потому, что он знал их историю с самого начала. Он видел это со времен их стажерства, еще до того, как мир узнал, что такое Тэкук. Спасибо за просмотр, Арми. Продолжайте дарить любовь, а не ненависть. Продолжайте быть для них надежным убежищем, как Тэхён и Чингук были для нас.